Глава 356. Беда и удача идут рука об руку. Хань Ли спокойно вышел из павильона звездной пыли через четверть часа. Он повернулся и взглянул на огромный павильон со слабой, таинственной улыбкой на лице, а затем продолжил идти большими шагами. У Хань Ли в настоящее время в его сумке для хранения был набор магических инструментов, красные теневые иглы и нефритовая пластинка с формулой пилюли истинной сущности. Несколько минут назад он случайно спросил о возможности продать тысячелетнее духовное растение. Но вместо того, чтобы достать какие-либо растения, он вынул 2 коробки, в каждой из которых были пилюли сохранения молодости, которые он создал из тысячелетних растений, и передал их молодой женщине. Хань Ли ярко запомнилось удивленное выражение лица молодой женщины, которая все время сидела с отстраненным лицом, когда он рассказал ей о чудесном эффекте этой пилюли. Такая резкая смена выражения лица очень поразила его. Затем молодая женщина позвала экспертов по таблеткам из павильона звездной пыли, чтобы подтвердить информацию. Однако ни один из них до сих пор не усовершенствовал такую таблетку. В конце концов, она отнесла эти 2 таблетки мадам Лань с 5-го этажа, чтобы проверить их подлинность, а также чудесный эффект сохранения молодости. После небольшого тайного обсуждения женщины решили, что Хань Ли может заплатить за формулу таблетки и магический инструмент 2 этими таблетками с доплатой в виде 1000 духовных камней. Теперь, когда он подумал об этом, он нашел это довольно забавным. Для женщин любая возможность сохранить свою молодость и привлекательность всегда была чрезвычайно важным вопросом. Даже такая умная интриганка с таким глубоким культивированием, как мадам Лань, была крайне удивлена, когда Хань Ли сказал о таблетке сохранения молодости. Таким образом, Хань Ли явно понял то, насколько женщины заботятся о своей внешности. Однако сумма, в которую они оценили пилюли, превзошла его все ожидания. Он изначально считал, что за 2 таблетки он максимально сможет получить 2000 духовных камней, так что Хань Ли был очень доволен их щедрым предложением. Весьма удачно сложилось то, что оба продавца были женщинами. Если бы продавцом был мужчина, он бы оценил их в несколько сотен духовных камней. Закончив обмен, мадам Лань спросила о происхождении лекарственной таблетки, Хань Ли бездумно ответил: «Это было непреднамеренное открытие», — поскромничал он. Когда Хань Ли вышел из павильона звездной пыли, он почувствовал какое-то отвращение. Он знал, поскольку павильон звездой пыли осмелился выставить на продажу такие редкие предметы, как формулы таблеток и набор летающих игл, у них наверняка были бы еще более драгоценные предметы. Жаль, что у него не было возможности раскрыть им свои богатства. Однако он ясно понимал всю опасность этого неосторожного действия. Чувствуя сожаление в своем сердце, Хань Ли добрел до гостиницы, в которой обычно размещались культиваторы, и решил остаться там. Оставшуюся часть дня для Хань Ли медитировал, готовясь к следующему дню, когда владелец магазина Сюй закончит усовершенствовать его магические инструменты. Утром 2-го дня Хань Ли прибыл в магазин усовершенствования инструментов в назначенное время. Владелец магазина Сюй дожидался его довольно долго. Как только он увидел Хань Ли, он сразу же с волнением позвал его на задний двор. Хань Ли слегка улыбнулся и вошел. Спустя полмесяца Хань Ли покинул магазин. Но на этот раз выражение лица, с которым он пришел в магазин, отличалось от того, с каким он выходил из магазина. Он был в исключительно неприятном настроении. Владелец магазина Сюй внимательно следовал, пытаясь извиниться. Затем Хань Ли тяжело вздохнул, несколько успокоив свое мрачное настроение. Вскоре после этого он тихонько покинул торговый город, оставив позади оцепеневшего старика. Спустя какое-то время Хань Ли покинул город и направился к безымянной горе Синьчжуинь. Стоя на борту своей лодки, на лице Хань Ли снова появилось угрюмое выражение лица, когда он снова вспомнил о неудаче в усовершенствовании магических инструментов за последние полмесяца. Он переоценил технику усовершенствования этого владельца магазина Сюя, что привело к почти полному уничтожению этих драгоценных материалов Белого паука, которые он хотел усовершенствовать в набор магических инструментов. Что касается материалов, полученных из демонического богомола, которые он ценил больше всего, они были полностью потеряны в процессе переработки. Хань Ли стал очень жалел об этом и еле подавил в себе желание избить владельца магазина. Но когда он увидел то, что старик глубоко раскаивался в содеянном, он решил оставить дело. Даже когда он уходил, он пытался успокоить старика. Печально вздохнув, Хань Ли похлопал по своей сумке. 5 белых, сверкающих, летающих кинжалов вылетели из нее и стали непрерывно вращаться вокруг Хань Ли. При наборе инструментов, созданного из лап Белого паука, настроение Хань Ли немного улучшилось. Во время процесса усовершенствования материалов он потерял не только 3 паучьи лапы, но и панцирь паука, из которого он хотел сделать щит. Но то, чего он действительно не ожидал, так это то, что материалы из демонического богомола будут полностью потеряны.
Это можно считать большим несчастьем, полученным от великой удачи. Ханьли ничего не оставалось, кроме как сожалеть об этом. Но этот горький опыт показал Ханьли, что чем более редким и превосходным материал, тем больше навыков требовалось, чтобы его усовершенствовать в магические инструменты. Даже тот человек, который с большим успехом усовершенствовал материалы из черного водяного дракона, потерпел неудачу. Пока Ханьли летел, он погрузился в эти глубокие раздумья. Несколько дней спустя он снова оказался над небольшой безымянной горой. На этот раз Ханьли не нужно было использовать талисман передачи звука. Заклинание автоматически открыло проход для Ханьли. Ханьли улыбнулся. Казалось, что Синь-Жуинь ждала его возвращения. В конце концов, день, о котором они договорились, почти наступил. Через мгновение Ханьли уже сидел в кресле бамбуковой комнаты. Одетая в обычную одежду, Синь-Жуинь с улыбкой сидела напротив него. Синь-Жуинь достала нефритовую пластину и вручила ее Ханьли. Мягким голосом она сказала: «Старший хан, ты прибыл как раз вовремя, только вчера я закончила восстановление древней транспортной формации. Если старший будет восстанавливать формацию в соответствии с этим проектом, древняя транспортная формация будет функционировать». С ее точки зрения, восстановление древней транспортной формации казалось довольно сложной задачей, но она была вполне довольна своим успехом. Ханьли потянулся к нефритовой пластине. Он был очень доволен этим и даже не стал скрывать улыбку на своем лице. Хотя он и не собирался сразу использовать транспортную формацию, это было отличным планом отступления. Ханьли погрузил свое духовное чутье в нефритовую пластинку, чтобы осмотреть ее. Как он и ожидал, он увидел подробные и полные инструкции по восстановлению древней формации. «Спасибо тебе за твои старания, юная госпожа Синь». Ханьли искренне поблагодарил ее и осторожно положил нефрит. «Ничего, у меня был личный интерес к этой древней транспортной формации», с легкой улыбкой ответила Синь-Жуинь. Затем она о чем-то вспомнила и тут же достала маленькую, изысканную сумку для хранения. Передав ее Ханьли, она неторопливо сказала: «Мне осталось жить всего год или два, в лучшем случае. Это наборы флагов и пластик мы усовершенствовали вместе со старшим братом Ци. Поскольку я не смогу их использовать, я дарю их старшему Хань. Надеюсь, они будут вам полезны для культивации в будущем». Видя, что Синь-Жуинь так легко дарит такие впечатляющие вещи, Ханьли был в шоке. В этот момент он пристально взглянул на нее. Немного помолчав, он взял свою сумку для хранения и торжественно сказал: «Хотя я, Ханьли, непочтенный, добросердечный рыцарь или герой, я еще раз обещаю Синь-Жуинь, что до тех пор, пока у меня есть сила, я, без сомнения, полностью уничтожу клан Фу». Синь-Жуинь улыбнулась в ответ. Цель ее великодушного подарка была достигнута. «Если у старшего нет каких-либо важных дел, он может остаться в моей скромной резиденции на несколько дней. Я надеюсь поговорить с старшим Хань о формировании заклинаний». Через 3 дня Ханьли покинул безымянную гору на своей лодке Божественного ветра и прибыл на гору Белого пруда, которая располагалась рядом с местом сбора культиваторов. Здесь часто собирались свободные культиваторы и члены клана культиваторов, чтобы обмениваться информацией о мире культивации и вести торговлю. Ханьли пришел, чтобы узнать, насколько сильно ухудшилась ситуация в государстве Юэ и какова была вероятность того, что 7 сект могли повернуть все вспять. Только когда он получит эту информацию, он сможет обдумать дальнейший план своих действий. Приближался день сбора культиваторов. Гора Белого пруда была недалеко от безымянной горы Синь-Жуинь, так что он и Ци-Юнься не раз бывали там. Естественно, на таком небольшом собрании в основном были культиваторы стадии конденсации Ци. Культиваторы стадии заложения фундамента были большой редкостью. Через день Ханьли прибыл на базу так называемой горы Белого пруда. Эта гора была довольно большой и имела 3 вершины. Самая высокая и крутая из них была Западный пик, который и был местом проведения собрания. Ханьли превратился в полосу белого света, метнувшись в направлении горного пика. Глава 357. Гора Белого пруда. Западный пик горы Белого пруда был немного больше, чем предполагал Ханьли. На вершине горы разместился только древний буддийский храм, но и более 10 каменных беседок, в каждой из которой собирались группы культиваторов, по несколько человек. Естественно, были и такие культиваторы, которые блуждали между беседками и храмом. Казалось, что это были те, кто прибыл слишком рано на собрание Белого пруда. Ханьли на мгновение взглянул с воздуха на горную вершину, затем сделал круг и приземлился вдали ото всех. Затем он направился в ближайшие беседки вместе с Кривой душой. Благодаря своему сильному духовному чутью Ханьли вскоре смог четко слышать то, что шепотом обсуждали культиваторы в беседках.
В частности, одно из таких разговоров привлек внимание Ханли. Ханли сосредоточился на этом диалоге из 4 человек и обнаружил, что они говорили о военной ситуации между 7 сектами Юэ и дьявольским Да. Это было именно то, что беспокоило его больше всего, поэтому он направился к ним без лишних колебаний. Это была великая победа дьявольского Да. Мало того, что 6 сект государства Юэ были вынуждены бежать со своей родины, катастрофа также скоро настигнет государство Цзэцзинь и даже наше государство Юанью. Глубоко вдохнул бледный мужчина средних лет и сказал это. Верно. В последнем великом сражении власть 6 сект понесли большие потери. 2 страны, которые сражались вместе с ними, также потеряли 60% своих сил. Секта Небесной Звезды и другие секты теперь подвергаются сильному давлению. Колко сказал молодой человек лет 20. 3 других, участвовавших в дискуссии, были 2 старика с каменными лицами, и никто из них ничего не ответил. Что касается человека средних лет, который только что говорил, он только горько рассмеялся, желая что-то сказать в ответ. Но в этот момент его прервал чей-то голос со стороны. Если верно то, что секта Небесной Звезды находится под давлением наряду с другими великими сектами, наша жизнь, жизнь свободных культиваторов, также скоро изменится к худшему. Люди из сект дьявольского Да считают, что сильные должны питаться слабыми. Если это произойдет, мы определенно не сможем наслаждаться своей свободной и спокойной жизнью. Ханли медленно вошел и произнес слова, которые хотел сказать мужчина средних лет. Когда 4 поняли, что поблизости находился чужак, они были ошеломлены и сразу же замолчали. Но когда они не смогли увидеть уровень культивации Ханли, они слегка разволновались и почтительно поприветствовали его. Затем мужчина средних лет поспешно бросился на защиту юноши. Старший, мой племянник, говорил, не задумываясь. Он не испытывает ни малейшего неуважения к сектам. Надеюсь, старший не сочтет это за оскорбление. Эти люди решили, что Ханли был высокоуровневым культиватором из кланов государства Юанью. Молодой человек, который только что говорил, затемно разнервничался. Хе-хе, братья-даосисты ошибаются. Я всего-навсего такой же отступник, как и вы. Я только случайно услышал ваш разговор. Ханли улыбнулся и спокойно объяснил. Все 4 вздохнули с облегчением, услышав слова Ханли. Хотя они не знали, действительно ли Ханли был отступником, они четко поняли, что он не собирается придираться к словам, сказанным ранее. Таким образом, они поприветствовали Ханли. Затем Ханли сел за каменный стол рядом с ними. Для нас великая честь, что старший здесь, среди нас. Однако почему старший принимает участие в таком скромном собрании? Осторожно спросил старик с красноватым лицом. Было очевидно, почему этот старик был поражен. Такое небольшое место встречи, как гора Белого пруда, обычно не привлекает внимания культиваторов стадии заложения фундамента. Если высокоуровневые культиваторы решили обменяться информацией, они обычно искали бы место для более высокого уровня культиваторов. Это совпало с моим временем прибытия на пустынную гору для культивации. Недавно я услышал новости о том, что культиваторы из моего государства, государства Юэ, понесли огромные потери. Я чувствовал, что мир культивирования скоро претерпит большие изменения, поэтому я подумал, что мне стоит как можно осторожнее искать информацию. Среди вас есть даосисты, которые в курсе последних событий между дьявольским Да и государством Юэ. Ханли дал упрощенное объяснение. Все 4 переглянулись между собой, а затем все устремили свой взгляд на сморщенном старике, который был среди них. Наиболее хорошо информированный, естественно, наш старший брат Дин. В конце концов, у клана Дин множество связей с государством Юэ. Быстро сказал краснолицый старик. 2 других одновременно согласились с ним, в результате чего Ханли обратил свой взгляд на него. Старик Дин немного засмущался в ответ, а затем сказал, члены моего клана Дин, которые находились в государстве Юэ, действительно дали нам информацию о последних событиях. Конечно, клан не хочет распространять эту информацию, но поскольку вы все мои близкие друзья, я могу рассказать вам об этом. Однако, надеюсь, вы все не станете ее распространять дальше. Остальные 3 разволновались и тут же кивнули несколько раз головой в знак подтверждения. Даже Ханли осторожно кивнул головой. Старик слегка вздохнул и продолжил. Я получил эту информацию несколько дней назад. В настоящее время государства Юэ воцарился хаос. Несмотря на то, что дьявольское Да победили союзные армии 6 сект, большое количество культиваторов 6 сект бросило свое отступление из государства Юэ и стало беспрестанно совершать партизанские набеги, используя преимущество того, что они были знакомы с местностью. Я слышал, что среди них было также несколько культиваторов стадии формирования ядра, которые не стали отступать. В конце концов, с культиваторами формирования ядра не так легко справиться.
Кроме того, поскольку 6 сект существовали в государстве Юэ в течение стольких лет, они обладали огромным потенциалом, что привело к тому, что для дьявольского Да это стало большой проблемой. Что касается состояния кланов культивации Юэ, они разделились на 3 фракции. Одна фракция предала 6 сект, как только их победили. Они тут же сдались и поклялись в верности дьявольскому Да. Другая фракция состояла из тех, которые были слишком тесно связаны с 6 сектами. Опасаясь, что дьявольская Да захочет отомстить, они бежали из страны Юэ, как и 6 сект. Что касается последней фракции, они просто наблюдают за тем, как все пойдет дальше, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Что касается давно установленных ключевых мест 6 сект, то секте маскирующейся Луны и секте гигантского меча еще предстоит сражение с дьявольским Да. Остальные 4 секты уже полностью побеждены. Я понимаю это так, что пока дьявольская Да не способна полностью подчинить себе государство Юэ, государство Юанью или Цзэцзинь не подвергнутся нападению. В конце концов, хотя у них много культиваторов, они все равно не смогут одновременно атаковать 2 небольшие страны и страну среднего ранга за один удар. Поскольку это только вопрос времени, прежде чем они нападут на нас, у них на данный момент нет проблем, связанных с уничтожением культиваторов 6 сект, неторопливо проговорил старик. Его слова раскрывали его собственное отношение к делу. Краснолицый старик прервал его и спросил: «Старший брат Дин, почему ты думаешь, что дьявольская Да даст нам время, ведь это позволит сектам нашей страны подготовиться к их нападению?» Трудно сказать. В конце концов, в этой информации я знаю только вершину айсберга. Что касается абсолютной истины, я боюсь, что об этом знают только высшие эшелоны сект. Старик Дин покачал головой и взглянул на Ханьли. Было очевидно, что он считал Ханьли культиватором из секты своей собственной страны и воздерживался от разговоров на некоторые темы. Старик Дин не хотел продолжать говорить об этом и вдруг сказал кое-что с улыбкой, что поразило Хань. Поскольку 6 сект государства Юэ решили поспешно отступить, они всего лишь отрезали свой собственный хвост. Они взяли с собой только талантливых элитных учеников, бросив обычных культиваторов на растерзание дьявольского Да. Говорят, что те, кто наиболее эффективно применил эту жестокую тактику, были высшими эшелонами секты Долины Желтого Клена. У них был проверенный план побега из государства Юэ, жертвуя 2 целыми группами учеников, почти всеми их культиваторами, кроме тех, которые сбежали. Это действительно впечатляет. Хотя старик равнодушно сказал это, сердце Ханьли внезапно ушло в пятки, а лицо слегка искривилось. Но, к счастью, другие не смели долго смотреть на Ханьли, поэтому никто из них не заметил этого изменения. С силой подавив свое удивление, Ханьли спокойно спросил: «Господин Даосист Дин, вы сказали, что Долина Желтого Клена принесла в жертву сразу 2 группы учеников. Как это произошло? Мне очень интересно». Хе-хе, поскольку старший спрашивает, я, естественно, расскажу. Я слышал, что когда верхний эшелон государства Юэ получил известие об их поражении на фронте, Долина Желтого Клена немедленно задумала совершить хитроумный побег. Сначала у них будет группа учеников, которые спешили эвакуироваться, но тайно разглашали эту информацию шпионам дьявольского Да, утверждая, что в этой группе были самые элитные ученики. Эта группа также несла бы с собой большое количество духовных камней и материалов, что полностью привлекло внимание солдат дьявольского Да. В то же время они оставили другую группу слабых учеников, чтобы те использовали их великую формацию для противостояния дьявольскому Да. Когда эти 2 группы отвлекли внимание врага, высший эшелон Долины Желтого Клена увел по-настоящему элитных учеников в противоположную сторону, спасая тысячелетнее наследие секты. Я слышал, что хотя число людей, которые смогли безопасно отступить из Долины Желтого Клена, было наименьшим, но у них было самое легкое отступление. Что касается других 5 сект, хотя они отступали в массовом порядке, они столкнулись с множеством атаками и были вынуждены жестоко сражаться за свою жизнь. В результате значительная часть их драгоценностей попала в руки дьявольского Да. Это известие уже распространилось по всему государству Юэ. Старик дал Ханьли полное объяснение, не осмеливаясь уклониться от ответа Ханьли. Выражение лица Ханьли оставалось неизменным, когда он говорил, внезапно сказал: «Ох, вот как было. Те, кто отказался от учеников Долины Желтого Клена, наверняка настоящие глупцы». Глава 358. Бесконечное море. Маулань. Затем Ханьли вдруг мило сказал: «Знать то, что в настоящее время государство Юэ находится в хаосе, вполне достаточно для меня». Никто из четверки не понял слов Ханьли, что сделало его еще более загадочным. Они могли только глупо улыбнуться в ответ. Ханьли встал и сказал дружелюбно: «Вы все можете продолжать спокойно болтать. Я собираюсь пойти в другую беседку».
Как хочешь, старший. Всего хорошего, старший. Все четверо вежливо попрощались с Ханли. Ханли помахал рукой и позвал кривую душу, которая стояла снаружи во время разговора. Затем они вместе направились в другую беседку. 4 часа спустя Ханли стоял на вершине горы, задумчиво опустив голову. Сегодня он много чего узнал о текущих делах государства Юэ. В результате он пришел к выводу, что нынешняя ситуация в государстве Юэ определенно может быть описана только как хаотичная. В этих условиях у него было только два варианта. Один из них состоял в том, чтобы полететь на своем летающем магическом инструменте в страну, расположенную далеко от государства Юэ, чтобы найти подходящее для культивации место. Другой вариант заключался в том, чтобы восстановить древнюю транспортную формацию и сыграть в русскую рулетку, проверив, куда она его переместит. В конце концов, эта древняя транспортная формация была построена под землей по неизвестной причине. Она наверняка была связана с отдаленным местоположением. На первый взгляд, он чувствовал, что он должен выбрать первый вариант, поскольку он был более надежным. Но подумав об этом, он пришел к выводу, что риск был одинаковый. К востоку и западу от государства Юэ было государство Теньло Дьявольского Да и Альянс Праведного Да из Фэндоу. Поэтому он мог отправиться только на север или на юг. На севере от Юанью расположились несколько десятков стран с низким и средним рангом, но Ханли знал, что их культиваторы не смогут противостоять атакам ни Дьявольского, ни Праведного Да. Некоторые из них даже присоединились к двум великим державам, став их марионетками, и время от времени занимались тайной и открытой борьбой с другой стороной. В противном случае государства Теньло и Фэндоу не смогли бы провести такое широкомасштабное вторжение, тем более, что изначально у них был только небольшой участок общей границы с другими. Вскоре эти страны превратятся в поле битвы Дьявольским Да и Альянсом Праведного Да, и Ханли, естественно, не сможет остаться там. Но если даже он бы осмелился отправиться путешествовать по этим странам и продолжил продвижение на север, он бы достиг самой северной области Южного Небесного района, Бесконечное море, куда мало культиваторов осмеливалось путешествовать. Это море было не только невероятно темным, но и абсолютно безграничным, а также в нем обитало множество редких видов рыб. Эти рыбы были чрезвычайно жестокими и не менее злобными, чем их высокоранговые демонические звери, обитающие на суше. Даже культиваторы формирования ядра оказались бы в крайней опасности, если бы они упали в море. Мысль о том, чтобы перелететь море, была просто невероятной. Когда-то был культиватор стадии зарождения души, который хотел достичь конца моря. Пролетев более года, он все еще не смог увидеть ни конца моря, ни малейшего намека на землю. В этот момент более половины его духовных таблеток и камней были исчерпаны, и ему ничего не оставалось, кроме как развернуться. В противном случае он мог бы легко умереть в море, когда у него бы закончилась духовная сила. Естественно, Ханли не потворствовал фантазии пересечь море. Он думал о том, чтобы направиться на юг. К югу от государства Юэ, пройдя через государство Цзэцинь, а затем еще через 6 стран, можно было попасть в союз 9 наций, крепкий союз из 9 стран разного размера. Этот союз между 9 странами был сформирован в основном для борьбы с их захватчиками, магическими солдатами расы Маулань. Говоря о битве Маулань и их магических войнах, нельзя было не упомянуть о Мауланских долинах, где жили племена Мауланей и ближайший сосед Союза 9 наций. Раса Мауланей полностью отличались от людей клана Янь государства Юанью и Юэ. Их люди были бесстрашными кочевниками, которые любили бессмысленные сражения. Раса Мауланей состояла из множества племен, некоторые из которых насчитывали только несколько сотен человек, в то время как другие состояли из десятков миллионов. Среди этих племен также были культиваторы, но их называли магическими солдатами. Говорят, что они ничем не отличались от обычных культиваторов, их деления и техники также были чрезвычайно похожи. Единственное, что отличие состояло в том, что магических солдат стадии формирования ядра и выше совершенно не заботили различные предметы, такие как магические инструменты и талисманы. Вместо этого они были сосредоточены на усовершенствовании своих элементных даосистских магических техник, чтобы довести их до совершенства. У них даже были секретные техники, земляные техники, которые позволяли им сливаться с землей. Их исследования породили множество чрезвычайно странных и грозных магических техник, что в свою очередь создало новую школу магических техник, которая отличалась Маулань. Ее они назвали духовные техники. Опираясь на эти духовные техники, магические солдаты расы Маулань смогли сражаться и даже одержать верх над культиваторами эквивалентного ранга. По мере того, как магических солдат Маулань становилось все больше, у них возросла потребность в местах расположения духовых вен и духовых камнях, что привело к истощению их ресурсов. Эта нехватка еще более усилилась из-за нехватки природных ресурсов в долине Маулянь.
В результате магические солдаты расы Моулань нацелились на ресурсы 9 стран. Они часто совершали набеги на эти страны, чтобы захватить их духовные вены, духовные камни и другие такие ресурсы, жизненно важные для культиваторов. Естественно, мир культивации 9 стран не хотел, чтобы их ресурсы захватили эти дикие культиваторы. В конце концов, развязалась кровавая война. Вначале каждая из 9 стран пыталась самостоятельно справиться с захватчиками, но они быстро потерпели поражение от рук объединенных армий расы Моулань, потеряв большую часть своей территории и ресурсов. Испытывав свирепость расы Моулань, они поспешно сформировали союз 9 наций. Используя хитроумные и жестокие техники, они смогли постепенно победить магических солдат расы Моулань и вернуть свои земли. Но, попробовав вкус победы, раса Моуланей не хотела просто так сдаваться. Спустя десятки лет бесконечных войн между ними установилась взаимная ненависть с обеих сторон. Число погибших возросло до такой степени, что даже смертные люди расы Моулань и клана Янь подверглись этому влиянию. На данный момент люди расы Моуланей не смели заходить в пределы союза 9 стран. Точно так же и клан Янь, они не осмелились слишком далеко путешествовать по Моуланским равнинам. Никто не знает точного количества людей в племени Моуланей. Моуланская равнина слишком большая, и союз 9 наций столкнулся только небольшой частью моуланских племен. Хотя Моуланские равнины не были бесконечным, как Черное Дьявольское море, стоит сказать, что потребовалось бы 5 лет, чтобы пересечь их с одного конца на другой. Кроме того, Моуланские равнины было просто название, которое они дали этой местности. На самом деле, на другом конце равнины лежал настоящий враг моуланских племен — летающие племена. Летающие племена были еще одним кочевым племенем, которые назвали эти равнины равнинами небесных приливов. Это было связано с их религиозными верованиями в древнего бога-покровителя, зверем небесных приливов. Поскольку они не могли жить на одной территории, эти два племени состояли в отношениях фатальной вражды. Неизвестно, сколько поколений их магические солдаты и культиваторы сражались друг с другом. В любом случае, огромная битва наверняка проходила каждые 100 лет или около того в центре равнины. 10 миллионов смертных солдат сражались бы на земле, а десятки тысяч культиваторов сражались бы по всему небу. Естественно, окончательный победитель выбирался в битве на небе. Хань Ли узнал все это из слухов и древних писаний. Также говорилось, что на другом конце Моуланской равнины существовала невероятно огромная Великая империя. Весь южный небесный район составлял только 10-ю часть от этой империи. Хань Ли решил, что в эти слухи трудно поверить, и не мог представить себе страну, которая была в 10 раз больше, чем весь южный небесный район. Конечно, все это не имело никакого отношения к текущим планам Хань Ли. Это были случайные мысли, которые метались у него в голове. Отбросив все свои лишние мысли, он, в конце концов, пришел к выводу, что эвакуация 6 сект не закончится в соседних странах. Они определенно пойдут в обход союза 9 наций. В конце концов, культиваторы из 9 стран сталкивались с магическими солдатами Моулань раз в 2 года и воевали каждые 10 лет. Они определенно были бы не против, если бы 6 сект оказали им помощь. Естественно, духовые вены и другие подобные места, которые они выделяют им, будут зависеть от их способностей. Если бы Хань Ли вернулся в долину Желтого Клена, он бы просто стал мясом для пушечного ядра. Это означало, что он определенно не мог отправиться на юг. Хотя он уже пришел к четкому ответу на то, что он должен делать, это вызвало у него большую головную боль, когда снова подумал об этом. Во-первых, он узнает, сможет ли он восстановить транспортную формацию. Если ему удастся успешно ее восстановить, только тогда он решит, сможет ли он его использовать. В лучшем случае я смогу вернуться, если это мне не подойдет. В худшем случае. Этот вариант действительно содержит в себе определенную степень опасности. С горькой улыбкой подумал Хань Ли. Глава 359. Удивительная встреча со старыми знакомыми. Придя к такому решению, Хань Ли молча улетел с горы. Позже, когда собрание горы Белого пруда началось, те культиваторы стадии конденсации Ци, которые ранее говорили с Хань Ли, были бы озадачены его отсутствием. Хань Ли сначала слетал в рыночный город секты Небесной Звезды, чтобы купить необходимые для восстановления древней формации предметы. Затем он направился в государство Юэ. На этот раз Хань Ли использовал обходный маршрут, чтобы влететь в государство Юэ. Вместо этого он совершил полет к удаленной части границы между государством Юаньву и Юэ и незаметно проник на территорию страны. Теперь, когда государство Юэ принадлежало дьявольскому Да, он предпринял все возможные действия, чтобы не навлечь на себя опасность во избежание преследования со стороны врагов.
Но Хань Ли не знал, что благодаря этой предосторожности он неожиданно избежал большого бедствия. В настоящее время большая часть территории штата Юэ подвергалась пристальному патрулированию. Если бы Хань Ли безрассудно вернулся по своему прежнему пути, его бы тут же заметили, что в итоге бы привело к неизбежному преследованию и битве. Воспользовавшись безопасным входом в государство Юэ, Хань Ли последовал по маршрутам через самые опустошенные районы, которые он мог найти, что позволило ему незамедлительно добраться до шахты духовных камней возле транспортной формации. Хань Ли из-за засады наблюдал за каменной шахтой духа, поскольку теперь она была в руках дьявольского Да. Он видел учеников дьявольского Да в зеленой с темным зеленым черепом и в белой одежде с розовым цветком, изображенных в углах их рукавов. Очевидно, что они были культиваторами из секты духовного призрака и секты гармоничной связи. Теперь, зная, что шахта духовных камней находится под охраной, Хань Ли тайно проскользнул мимо них и вошел в секретный подземный вход. Он смог легко найти скрытую пещеру, в которой он ранее был. Используя свои магические инструменты, чтобы сдвинуть камень, Хань Ли снова взглянул на поврежденную древнюю транспортную формацию. Он вздохнул с облегчением, увидев, что она была на месте. На следующий день Хань Ли впервые использовал свои недавно созданные флаги формирования иллюзий, чтобы скрывать свое местоположение. Затем он заложил флаги формирования и пластины возобновляющейся формации 5 элементов, создав таким образом тщательную защиту пещеры, в которой находилась древняя транспортная формация. Таким образом, у него появилось достаточно времени, чтобы сбежать, даже если бы его обнаружил культиваторы дьявольского Да. Почувствовав себя в безопасности, Хань Ли начал восстановление транспортной формации. В нефритовом талисмане было четко указано, что восстановление древней транспортной формации требует максимальной точности. Даже малейшее отклонение ничем не примечательной линии талисмана может привести к ошибке в транспортной формации. За 7 дней Хань Ли успел завершить менее половины всей реставрации. Но в ту ночь Хань Ли столкнулся с огромной проблемой, у него уже закончились запасы, которые он купил ранее. Хань Ли был ошеломлен. Сначала он купил немного больше, чем упоминалось в списке предметов, но он не учитывал потраченные впустую материалы из-за ошибок, которые он совершил при ремонте формации. Он не был ни мастером по усовершенствованию магических инструментов, ни мастером по созданию заклинаний. Поскольку ему не хватало мастерства, он потерял половину своих материалов из-за ошибок и не успевал закончить. Хань Ли тяжело вздохнул. Казалось, ему придется снова отправиться в путешествие за материалами. Тем не менее, он вспомнил, что неподалеку был небольшой торговый город какого-то клана культиваторов, который был всего в несколько дней пути к востоку от шахты. Хотя он был маленьким, там можно найти такие предметы, как первородное железо и хрустальный нефрит. Поскольку ядро транспортной формации не было разрушено, ему потребовалось бы всего несколько обычных материалов, чтобы завершить ремонт. Единственное, о чем беспокоился, что из-за нынешней ситуации, сложившейся в мире культивации, торговый город этого клана мог больше не существовать. В этом случае ему пришлось бы отправиться в более опасную зону. Под покровом ночи Хань Ли вылетел из пещеры и направился прямо к рынку. Он уже решил, что если торгового города больше нет, ему лучше вернуться в государство Юаньму. Он не мог позволить себе игнорировать тот факт, что древняя формация была частично отремонтирована. Чтобы быть в безопасности, Хань Ли планировал путешествовать только ночью. В течение дня он будет находить место для отдыха и восстановления, снижая опасность до минимума. Таким образом, Хань Ли продолжал летать на восток под покровом ночи. Всякий раз, как лучи солнечного света начинали появляться с горизонта, он начинал искать место для отдыха. Внезапно он посмотрел вниз, выражение его лица изменилось, и он тут же повернул голову в другом направлении. Хань Ли чувствовал, что кто-то быстро летит рядом с ним, и этот человек не один. Хань Ли мгновенно отреагировал, надавив на свою лодку божественного ветра, и спустился вниз. В мгновение ока он исчез под покровом ночи. Как только он спрятался и скрыл свою духовную ци, ослепляющий свет бесшумно вспыхнул рядом с ним, словно молния. Затем кровавое облако около 10 метров в диаметре стало безжалостно преследовать его, высвобождая бесконечные вопли призраков, когда оно пролетало мимо. Чуть позади облака летел розовый луч света, который издавал мягкие и ясные крики, которые, казалось, тоже были в безжалостной погоне. Хань Ли, который скрылся в горном лесу внизу, не обратил внимания на белый свет, сосредоточившись на кровавом облаке. Он почувствовал, что кровавое облако показалось ему чрезвычайно знакомым. Разве это было не демоническим искусством, которое защищало молодого мастера секты духовного призрака, вспоминая жесткость молодого мастера секты духовного призрака и трудности, которые он пережил в бою с ним, выражение лица Хань Ли стало мрачным. Пока Хань Ли размышлял над этим, люди, которые были в небе, поспешно спустились вниз, и белый свет впереди внезапно остановился.
Затем этот яркий свет быстро исчез, обнажив женщину в белой одежде, стоявшую на летающем мече. Стройное тело этой женщины было закутано в плащ. Как только она остановилась, она холодно сказала своим преследователям: «Эй, сопляки, похоже, вы не хотите меня отпустить. Кажется, вы торопитесь умереть». Голос женщины был холодным и красивым. Услышав его, Хань Ли почти удивился. В значительной степени удивленный, Хань Ли подумал про себя: это же голос небесной Нангун. Неужели это она? Хотя он больше не разговаривал с этой женщиной, после того, как он переспал с ней, она стала самой важной женщиной в жизни Хан Ли. Память о ней навсегда осталась внутри его сердца. Кроме того, хотя голос звучал очень похоже на Нангун Ван, его охриплость оставляла некоторые сомнения. Пока Хань Ли потерялся в изумлении, кровавый туман и этот розовый свет оба остановились на расстоянии около 40 метров от нее. Затем кровавые и розовые огни исчезли, являя людей, которые были внутри. Кровавое облако явило внешность молодого мастера секты духовного призрака Ван Чэнь, а розовый свет открыл мужчину и женщину, которые буквально ошеломили Хань Ли. В последний раз он видел обоих в замке Яньлин, один был демоном, столь же красивым, как женщина. Что касается женщины, она долгое время отсутствовала, и предполагалось, что она погибла в схватке с дьявольским Да. Это была Дун Сюанер, на лице Дун Сюанер было холодное выражение и выглядел довольно высокомерной. Ее изначальный соблазнительный вид полностью исчез. Но то, что еще больше удивило Хань Ли, было то, что она уже достигла средней стадии заложения фундамента. Когда Хань Ли увидел Дун Сюанер, стоявшую рядом с демоническим человеком, его брови невольно вскинулись от удивления. В данный момент молодой мастер секты духовного призрака и красавец-мужчина холодно смотрели на женщину в маске и, казалось, немного сомневались. Небесная Нангун уже сражалась с экспертами стадии формирования ядра секты духовного призрака, так что он не страдала от недостатка силы. Она убила множество культиваторов стадии формирования ядра дьявольского Да, сражаясь за секту маскирующейся Луны. Он могла с легкостью уничтожить их всех, пошевелив только одним пальцем. Осознавая это, никто не решался действовать первым. Этот странный, красивый мужчина с улыбкой посмотрел на женщину в маске и сказал: «Раньше и старший брат Ван, и я, естественно, бежали в страхе перед небесной Нангун. Но теперь, даже если бы я хотел, чтобы ты вспомнила о предыдущих отношениях между сектой маскирующейся Луны и сектой гармоничной связи, мой старший брат Ван из секты духовного призрака не позволил мне сделать это». Красивый мужчина говорил так, как будто все они были знакомы друг с другом, и как будто они уже обсуждали это ранее. Но он непритворно подтолкнул молодого мастера секты духовного призрака к тому, чтобы тот защитил их. Когда Ван Чэнь услышал это, он рассердился. Но он не был тем, кто проявил эмоции. Он только холодно взглянул на нее и спокойно сказал: «Я слышал, что секта гармоничной связи имеет секретную технику, искусство поглощения инь темной луны. Мужчина-культиватор может использовать ее для поглощения части женской первородной инь с помощью пары для культивации. Хотя поглощение этого не так высоко, если поглотить инь от культиватора стадии формирования ядра, для молодого мастера Тянь будет достаточно, чтобы совершить прорыв через узкое место и достигнуть поздней стадии заложения фундамента». Выражение лица красивого мужчины слегка побледнело. Он не ожидал, что молодой мастер Ван разгадает причину, по которой он так усердно преследовал эту женщину. Он тут же рассердился от унижения. В этот момент глаза женщины в маске сверкнули холодным светом. Она стиснула свои зубы и презрительно проговорила: «Вы все стоите друг друга. Так что сдохните». Она взмахнула рукой и метнула в них свой меч, окутанный туманом. Когда Ван Чэнь и красивый мужчина увидели это, они оба побледнели от испуга. В следующее мгновение они превратились в кровавое облако и луч света, соответственно, в попытке поспешно уклониться от атаки. Глава 360. На полпути к бедствию. Дун Сюанер, стоявшая рядом с красивым мужчиной, также была окружена его радужным барьером. В одно мгновение все трое поспешно отступили. Они не осмеливались испытывать удачу в сражении с культиватором стадии формирования ядра, свет мечей в мгновение ока покрыл все небо и преследовал их в течение нескольких сотен метров, пока они не исчезли без следа. В это же время стройное тело женщины покачнулось, как будто она вот-вот упадет. Молодой мастер секты духовного призрака и красивый мужчина восторженно взглянули на это и тут же прекратили свое отступление, повернувшись назад. Наблюдая за этим, лицо Хань Ли застыло. Он тут же бессознательно похлопал по своей сумке. В ту же секунду 13 красных иголок вылетело оттуда, и он быстро направил их движением рук.
Хотя Хань Ли сам был в безопасности, он не мог позволить Наньгун Ван погибнуть прямо у него на глазах. Независимо от того, насколько он был эгоцентричен и беззаботен, независимо от того, сможет ли он сражаться с молодым мастером секты Духовного Призрака и другими, его сердце и душа побуждали его к действию. Как только Хань Ли собирался действовать и выпустить летающие иглы, чтобы спасти женщину в маске, в небе внезапно изменилось. Женщина, которая только что стояла на ногах, внезапно выпрямилась, а ее глаза сверкнули холодным светом. Ван Чэнь и красивый мужчина тут же побледнели. Они сразу поняли, что это была всего лишь уловка, но теперь у них уже не было времени, чтобы скрыться. Женщина взмахнула рукам, и в ту же секунду в воздух вылетело бесчисленное множество полосок мечей, которые полностью окутали троих ослепительном белом свете. Когда Хань Ли увидел это, он почувствовал облегчение и ослабил хватку своих летающих игл. Небо засияло серым светом от мечей, которых выпустила женщина в маске. Кровавое облако и розовый свет раскачивались под их натиском, словно маленькая лодка в океаническом шторме. Однако, они все еще могли противостоять ей. В частности, в розовом свете красивый мужчина и Дун Сюанер выпустили из рук странный лазурный свет, который смог компенсировать атаку меча. Хань Ли слегка сморщил лоб и слегка задумался, а затем тихо исчез. Между тем, женщина в маске чувствовала большое беспокойство. Она была действительно удивлена при виде того, что, хотя она использовала уловку, чтобы подавить культиваторов дьявольского Да, ее нынешняя атака все еще не могла справиться с этими тремя. Недавно она сражалась с опасной битвой против культиватора стадии формирования ядра. Ее противнику почти удалось закончить битву взаимным уничтожением, истощив ее магическую силу. Хотя затем ей удалось избежать дальнейших преследований, она сильно беспокоилась о своих травмах. Хуже того, что ее магическое сокровище, неразрывно связанное с ее душой, понесло серьезный урон во время предыдущей битвы, что сделало его непригодным на время. Кроме того, поскольку ее преследовали, она была вынуждена использовать секретную технику, которая сильно повредила ее жизненную силу во время преследования, потратив значительную часть ее духовной энергии. Хотя ей удалось оторваться от большинства своих преследователей, она не ожидала, что эти трое, обладающие исключительными магическими техниками дьявольского Да, будут продолжать неустанно преследовать ее. Таким образом, она могла только попытаться их устранить. В противном случае, хотя она и была культиватором стадии формирования ядра, как только ее секретная техника рассеется, она будет полностью в их власти. Причина, по которой она остановилась здесь, состояла в том, что ее духовное чутье обнаружило здесь присутствие другого культиватора. Хотя она и не знала, она не чувствовала на нем ауру дьявольского Да, а значит, что он не принадлежал к их секте. Кроме того, этот человек был культиватором среднего стадии заложения фундамента. И если бы он не был культиватором из большого клана, тогда он должен быть культиватором из 5 других союзных сект. Поскольку ей было некуда бежать, она прилетела сюда с намерением вовлечь этого культиватора в свою битву и, возможно, изменить ситуацию к лучшему. Но она никак не ожидала, что духовное чутье этого человека окажется настолько сильным, что этот человек издалека почует ее приближение и скроется из виду, не желая вовлекать себя в это. Таким образом, женщине в маске ничего не оставалось, кроме как противостоять врагу в одиночку, сжимая зубы от боли. Но ситуация в очередной раз изменилась не в лучшую для нее сторону. Эти 3 культиватора дьявольского Да были чрезвычайно стойкими и обладали чрезвычайно мощными защитными инструментами. Даже если бы она использовала всю свою оставшуюся духовную силу, она не смогла бы их быстро убить. Ее высокоранговые талисманы и впечатляющих магические инструменты были полностью опустошены в боях много дней назад. Когда она почувствовала, что ее остатки магической силы исчезают, ее сердце сжалось. Ученики дьявольского Да, которые с трудом переносили атаки ее мечей, почувствовали, что сила атаки уменьшилась, а затем атака полностью исчезла. Все трое были ошеломлены и мгновенно уставились на женщину в маске. Она безучастно стояла на своем летающем мече с потухшими глаза, в то время, как ее тело дрожало. Ван Чэнь и красивый мужчина переглянулись между собой с чувством приятного удивления. Но поскольку они только что пострадали от ее умной уловки, они колебались и не осмеливались действовать опрометчиво. Но в этот момент из-под полоска белого света, словно удар молнии, появилась у них перед глазами. В мгновение этот белый свет появился перед женщиной в маске. Силуэт в белом свете обнял ее талию и тут внезапно опустился вниз вместе с ней. Из-за увиденного только что Ван Чена и красивого мужчину буквально разрывало от гнева. Как они могли позволить такому шикарному призу ускользнуть у них из-под носа? Они тут же стали преследовать белый свет, используя все возможности своих методов передвижения. Однако Дун Сюанер не сдвинулась с места. На ее лице был шок.
Это было потому, что силуэт показался чрезвычайно знакомым и заставлял ее бессознательно колебаться. Метров через 40 белый свет метнулся в густой лес. После того, как он влетел в лес, свет исчез. В результате перед женщиной в маске появился ничем не примечательный юноша. Крепко обнимая женщину в маске, он поднял голову и безмолвно посмотрел на Ван Чэнь и красивого мужчину, которые преследовали их. Хотя у женщины в маске не было сил справиться с его объятиями, ее глаза были полны унижения и негодования, как будто она ругала его. Однако юноша не обращал на это никакого внимания. «Так это ты? Это ты?» Как только они отчетливо смогли рассмотреть юношу, похитившего их добычу, Ван Чэнь и красивый мужчина одновременно воскликнули. Они оба узнали Хань Ли, которого они уже пытались убить ранее. Удивленно переглянувшись между собой, они выругали Хань Ли и приложили все свои силы, чтобы догнать его, без каких-либо дальнейших колебаний. Кровавое облако Ван Чэнь увеличилось в радиусе до 40 метров. В то же время его кровавый запах стал еще более интенсивным, а давление облака стало сильнее. Красивый мужчина холодно засмеялся, и в эту же секунду у него в руке вдруг появилась нефритовая флейта. С первой же звуковой волной флейты его радужная полоска превратилась в розового павлина. Он тут же метнулся в Хань Ли, тем временем Ван Чэнь последовал за ним, не желая быть вторым. Увидев, что они так агрессивно преследуют его, Хань Ли запаниковал. Он топнул ногой по своей лодке, заставив ее сиять ослепительным белым светом. Лодка слегка вздрогнула под ним. Культиваторы дьявольского Да использовали всю мощь своих летательных инструментов и догнали Хань Ли, заблокировав его путь к побегу. Теперь они ясно видели, что женщина в маске отказалась от своей борьбы и что ее глаза были полны отчаяния. При виде этого они значительно расслабились. Казалось, что культиватор стадии формирования ядра больше не могла сопротивляться. В этот момент паника на лице Хань Ли сменилась странной улыбкой. Когда два культиватора дьявола Да увидели выражение лица Хань Ли, их сердце начало биться сильнее. Хань Ли и женщина в маске, которые только что были перед ними, словно растворились в воздухе. Затем перед культиваторами дьявола Да появилось два огромных камня, от которых они еле успели уклониться. Из-за увиденного их лица мгновенно побледнели. Их окружал лес с бесчисленными высокими деревьями, похожими на каменные обелиски. Они оказались в ловушке внутри иллюзорной формации. Ван Чэнь и красивый мужчина были в ярости. Хотя мощь этого иллюзорного формации была невелика, им пришлось бы потратить много времени, чтобы вырваться через нее, что позволило бы их добыче скрыться. В результате эти двое молодых мастеров дьявольского Да прониклись еще более глубокой ненависти к Хань Ли. «Старший брат Ван, давай побыстрее вырвемся из этой формации. Не забывай, что моя младшая боевая сестра Дун все еще снаружи. С ее уровнем культивации она сможет задержать их на какое-то время. Нам должно этого хватить». Красивый мужчина подумал о чем-то и холодно улыбнулся. Лицо Ван Чэнь на мгновение ожило, но затем он с сомнением сказал: «Да, это так. Но, кажется, этот молодой мастер кое-что забыл. Эта девушка когда-то была ученицей долины Желтого Клена. Неужели она действительно станет удерживать их?» Красивый мужчина слегка поколебался и ответил с неуверенностью: «Она обязательно будет действовать. В конце концов, Дун Сюанер занимает высокое положение в моей секте гармоничной связи, намного превосходящий статус обычного ученика, которого она имела в долине Желтого Клена. Кроме того, я очень хорошо отношусь к ней.